Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня мы с вами рассмотрим фрагмент тренировочного занятия по постановке наката слева. Разберем возникшие ошибки при обучении, а также способы, как их устранить. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, чтобы улучшить свою игру. Прежде чем продолжить просмотр, поставьте лайк и колокольчик. Мы начинаем! Сегодня герой моего выпуска Виктор. Он приехал из Владивостока в Москву в отпуск и параллельно решил посетить мое занятие. Также он разрешил опубликовать с ним тренировку, за что ему отдельное спасибо. Приступаем к разбору техники наката слева. Какие ошибки можно обнаружить с первого взгляда? Первое. Удар сбоку от себя. Второе. Плечо, поднятое вверх. Третье. Предплечье ниже локтя. Четвертое. Игра от кисти. Пятое. Отсутствие работы ног. И шестая. Высокая стойка. Как это все дело исправить? На самом деле очень просто. Главное понимать биомеханику удара слева, что зачем следует, и от этого выстраивать модель своего движения. Первое. Мы разбираем стойку и точку удара в пространстве. При игре слева есть особое правило, и я его называю коридором. Что оно означает? Если начертить горизонтальные линии вперед от правой и левой половины туловища, то образуется пространство для ударов слева, в котором качество выполнения удара будет максимально эффективным. Если у вас ракетка вышла из коридора, то соответственно вероятность ошибок сильно возрастает, мощность и стабильность падает. Поэтому, если мяч летит от нас в сторону, мы тянемся не рукой, а перемещаем свое туловище, чтобы мяч оказался в коридоре. Проще говоря, по центру от нас. Это первый момент. Второй момент. Мы настраиваем руку. При ударе слева плечо должно быть опущено в естественное положение и лишь незначительно выходить вперед. Я обычно беру пример из лыжных гонок. Представьте, вы едете на лыжах и отведете локти вверх в стороны. Что произойдет? У вас руки отвалятся через 100 метров от перенапряжения. В настольном теннисе происходит то же самое. Чем больше плечо поднято и выведено вперед, тем больше нагрузка на плечевой сустав. И сколько спортсменов себе его испортили из-за этой вроде бы незначительной детали. Предплечье и кисть мы выставляем на одну линию, как при ударе справа. Этого можно добиться, как раз исправив еще одну из наших ошибок – высокую стойку. Это согнуть ноги и наклонить корпус немного вперед. Тогда предплечье и кисть встанут на одном уровне, а плечо будет держать руку на естественной для нас высоте, не создавая перенапряжения. Когда мы с Виктором настроили руку и вроде разобрались со стойкой и точкой удара, мы задумались, почему удар слева летит с недостаточной силой, и на видео определили, что спортсмен играет от кисти, а это существенно снижает ударную мощность. Поэтому мы начали подключать в работу предплечья, а если быть точнее, то замах и удар происходят за счет супинации и пронации плечевого сустава. Затем разгибается незначительно предплечье вперед и заканчивается кистевой обработкой, вдавливая мяч в той же плоскости и затем обкатывая его в конце. Третий момент. Виктор, как и многие любители, играет далеко от себя, как бы впереди. Многие слышат, что надо играть перед собой и думают, это значит как можно раньше и как можно дальше от себя. От этого человек играет вроде быстро, но мяч, во-первых, летит очень простой, а во-вторых, игрок не может усилить и не догадывается, в чем дело. Есть такая характеристика, как плотность, которая зависит от глубины и качества обработки. Глубина – это протяженность вашего удара, и качество зависит от продолжительности контакта ракетки с мячом. Чтобы этого добиться, удар должен приходиться ближе к телу, но впереди. То есть вы сами становитесь ближе и выполняете удар таким образом, чтобы мяч был на фазе разгибания предплечья вперед, а не на кисти. Многие думают, что играется все одной кистью, но здесь, даже не вдаваясь в подробности, используя лишь логику, что импульс идет от более крупных рычагов и мышц к более мелким, а не наоборот, создавая тем самым так называемый эффект хлыста. Четвертый момент. Окончание движения. Частая ошибка, с которой сталкиваются любители, что играют не вокруг вперед, а либо в сторону, либо куда-то вверх, или вообще не дорабатывают, и кисть смотрит в левый угол, а вся рука по прямой.
Выглядит страшно и некрасиво, плюс потеря качества и мощность. Чтобы это поправить, мы с Виктором разбираемся, как стоит рука и корпус в конце движения. Плечи у нас смотрят четко в угол удара, и плечо, предплечье и кисть находятся на одной линии и смотрят четко в направлении удара. После того, как мы почувствовали ось удара, то есть положение локтя, работу плечевого сустава и предплечья, мы добавляем обработку кистью. В этом моменте я объясняю последовательность включения каждого звена. Вначале поворачивается плечевой сустав и разгибается предплечье вперед. Далее происходит ударный контакт с мячом, открытым углом вдавливая мяч в основание, и в конце, когда мы отпускаем мяч, даем ему легкую обработку за счет обкатки в конце движения. Заметьте, что не сразу мы обкатываем и провожаем, а вначале провожаем и только в конце обкатываем. Продолжаем следить за глубиной движения, положением руки и правильной работой каждого звена в ударе. Пятый момент. Когда Виктор поймал движение и все вроде бы пошло нормально, он начал поднимать руку вверх. А в игре накатом по верхнему вращению это считается ошибкой. У нас мяч находится и так выше сетки при отскоке, зачем нам у стола еще выше его поднимать? Нет, здесь мы стремимся разгибать предплечье именно чисто вперед. Для этого можно подставить над рукой препятствие, чтобы рука не улетала вверх. Теперь, когда мы с рукой полностью разобрались, почувствовали, что как работает, добавляем ноги и корпус. Я всегда обучаю взрослых сверху вниз, чтобы было понятно, как и что работает. Если в первую очередь ставить ноги, то все будет неустойчиво. Потом, уже когда каждое звено мы проработали, то начинаем корректировку от ног, то есть в обратном порядке. Маленькая деталь, которая сильно ускоряет обучение. Итак, разбираемся с ногами. Вес тела на передней части стопы, корпус согнут, носки смотрят в направлении удара. На замахе мы слегка подсаживаемся и загружаем поворотом левую ногу. На ударе немного разгибаемся и поворачиваем таз вправо-вперед. Следим, чтобы в ногах была постоянно пружинка. На первых шагах можно просто делать пружинку, на замахе подсел, на ударе привстал. Это создаст динамику и ноги будут двигаться, что для нас очень важно на данном этапе. После этого можно добавить поворот. Теперь все настраиваем и закрепляем на БКМ. Процесс этот долгий и непростой. Каждую деталь отрабатываем до тех пор, пока не прочувствуем. Это основной ориентир. На проработку элемента у нас ушло около 2 часов, где мы использовали много подводящих упражнений. После этого мы получили такое качество. Не сказать, что идеал, но значительно лучше. Теперь остается лишь закреплять. Приятным было получить сообщение от Виктора, когда он вернулся домой и отыграл турнир. За это я обожаю свою работу и что мое понимание и качество знаний позволяют улучшить качество игры тех, кто ко мне приходит и смотрит. Спасибо, что вы с нами. У меня к вам просьба, раз вы досмотрели это видео до конца, то вы неравнодушны к прогрессу. Под видео будет ссылка на опрос, пожалуйста, пройдите его. На этом мое видео подходит к концу. Ставьте лайки, колокольчики и делитесь с друзьями. С вами был Иван Толмачев, до встречи.